Беспроводные наушники с минималистичным дизайном, топовыми материалами, качественной сборкой, активным шумоподавлением, режимом прозрачности, отличными микрофонами с АИ-шумоподавлением, защита от пыли и воды класса IP54, суперским временем автономной работы, и это только малая часть того, что из себя представляют наушники под названием Oppo Air 2 Pro. Разумеется, обо всем этом заявляет производитель, и с чем-то я даже согласен. Но как на самом деле дела обстоят у этой пары, по моим тестам, сейчас я вам обязательно расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы с вами будем обозревать легенду, одну из легенд, потому что у Oppo что не наушники, то легенда в хорошем смысле. Это Oppo Enco Air 2 Pro. Это дело у нас идет с надписью Left и Right, которая впервые в моей блогерской деятельности здесь не просто наклеена, это дырочки с надписью Left и Right. Очуметь. Серый бокс. Довольно, кстати, они габаритные, эти наушнички. Но здесь надо все равно отклеивать, потому что, скорее всего, они не были заряжены. Вес бокса 40,7 грамма. Без бокса каждый весит 4,35 грамма. По кабельному хозяйству, если они и сюда не запихали... Кабель. Нет, запихали. Бокс сразу же моментально покрывается всякими пятнами, царапинками, поэтому сразу под него берем какой-нибудь чехол. И в целом вы услышите в ролике пример работы микрофонов в помещении, в студии, на улице, пример работы задержек в играх. Мое мнение по поводу звука, как всегда. И пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Ставим лайк, подписываемся, смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе же мой телеграм-канал с промокодами, выгодными предложениями и телеграм-канал взаимопомощи. Подписываемся. Всем, кто хочет помочь проекту, не забудьте оставить комментарий. Тем более это необходимо для розыгрыша. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Кстати, разыгрываю еще сейчас наушники Sony и защищенный смарт. Перейдем же к наушникам. В продаже имеется две расцветки, такие как белая и серая. Зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика, форма овальная. Внешне он выглядит очень привлекательно, да и качество материалов крайне хорошее. Но потертости и царапины на боксе появляются практически моментально. Особенность бокса в том, что на крышке есть интересная часть, которая выглядит как второй прозрачный слой. Габариты составляют 66 на 51 на 25 мм. В кармане бокс не мешается, на корпусе расположили LED-индикатор состояния заряда аккумулятора, лейбл и разъем USB Type-C. Открыть одной рукой бокс довольно просто, шарнир же здесь пластиковый, но люфт у крышки отсутствует. Хлопок при закрытии бокса звонкий, но не раздражающий. Внутри находится два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и краткая информация мелким шрифтом. Наушники в боксе слегка гуляют, магниты, удерживающие наушники, неплохие, но если постараться их вытряхнуть, они вылетят. Емкость аккумулятора 440 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 50 минут. Беспроводной зарядки нет, к сожалению. Наушники можно перезарядить от бокса до 3,5 раз, саморазряд не наблюдал. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из такого же глянцевого пластика, как и бокс. Дизайн привлекательный, внешне сразу понятно, что наушники от Oppo. Но, разумеется, если вы видели другие их модели. Габариты 35 на 19 на 19 мм по самым объемным частям. Звуковод не длинный, его размеры 4,6 на 5,8 на 2,2 мм. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра, металлическую сеточку, за что отдельный плюс. Посадка комфортная, при длительной носке уши не устают, из ушей сильно не выпирают. При пробежке у меня лично они не вылетали, и в целом эргономика прямо очень хорошая. Общее впечатление от сборки и материалов — все качественно. На корпусе расположили контакты для зарядки, по 2 микрофона на каждом наушнике, датчики автопаузы, за что отдельное спасибо, маркировку левого и правого наушника, которую оформили интересным способом. Последняя — это сенсорная область с небольшим углублением. Из тапов доступна плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ, сброс вызова, включение-выключение игрового режима, переключение между режимами шумоподавления и прозрачности, регулировка громкости и переключение между последними двумя устройствами. На тап откликаются наушники хорошо, одиночный тап можно выключить, что удобно. Как и то, что можно полноценно настроить тапы и пользоваться всеми командами одновременно. Но придется выбрать между регулировкой громкости и переключением подключенных устройств. Также ко всему этому есть еще управление камерой, что очень даже удобно. Bluetooth кнопка, считайте. Озвучивание
озвучивание в наушниках на китайском языке женским голосом, так как у меня на руках китайская версия ушей. Я уверен, что есть глобалка или будет, вот там будет, наверное, английский. Летим дальше. Оснащены наушники динамическим драйвером на 12,4 мм с титановым покрытием. Чувствительность 110 плюс-минус 3 дБ, частотный диапазон 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность микрофона 38 дБ. Активное шумоподавление на борту, и работает оно корректно. Режим ANC только один. На улице во время прогулки использовать активное шумоподавление удобно. В метро же сильный шум полноценно заглушить не получится. Режим прозрачность работает хорошо, не раздражительно, но если включить музыку на 60% громкости, то от этого режима толка будет 0. Заряд наушников в шторке смартфона отображается, по одному работают, и переподключение бесшовное. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса, анимация при подключении есть. К примеру, у меня на OnePlus 9 Pro она отображается. Мультипоинт на 2 устройства также на борту, но переключаться нужно тапом. Датчики автопаузы срабатывают корректно, их можно отключить или включить в настройках. Емкость аккумулятора одного наушника 43 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 26 минут. Отыграли наушники у меня на 65% громкости по кодеку AAC с выключенным активным шумоподавлением 6 часов 18 минут, что довольно хорошо. Быстрая зарядка на борту и 10 минут дает 1 час 57 минут воспроизведения музыки в тех же условиях. Далее, наушники имеют защиту класса IP54, я, конечно же, их искупал, но на функционал это не повлияло, внешне они не пострадали, только единственное, вам так делать не стоит, потому что это не IPX7. Во время тренировок с ними ничего не произойдет, как и от мелкого дождика. Далее, для удобного использования необходимо установить приложение Hey Melody. К устройствам OnePlus, Oppo и Realme подключить приложение наушники у меня не получилось, но производитель предоставляет настройки прямо во вкладке Bluetooth. В целом настройки идентичные. Можно посмотреть заряд наушников по отдельности в процентах. Далее есть окно с настройками режима шумоподавления, звуковые эффекты, NK Live с 3 различными пресетами, но кастомного эквалайзера опять же нет. Также есть поиск наушников и возможность сразу же перейти к настройкам Dolby Atmos. Разумеется, можно настроить тапы под себя и обновить прошивку. К слову, обновление прилетало сразу же после подключения их к приложению. Bluetooth версии 5.2 из кодеков на борту AAC и SBC через 2 стены не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube глазу незаметна, в играх задержка с включенным игровым режимом, которая по заявлению производителя достигает 94 миллисекунд, приемлемая. По факту 94 миллисекунды мы, разумеется, не имеем, но играть можно без каких-либо проблем. Примеры вы сейчас увидите на экране и услышите. Микрофоны с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта отрабатывают хорошо. Голос сильно не искажается, что радует даже во время сильного ветра. Посторонние шумы глушат, и перегруз минимальный. Примеры микрофонов вы сейчас услышите. Я люблю серый цвет. Ну, серьезно. А так, это пример работы микрофонов Oppo Enco Air 2 Pro. Если они хотя бы отчасти так же хорошо записывают звук, как и Air 2, но это шик, блеск, красота. Здесь у нас идеальные условия, панели. Специально все создано для того, чтобы можно было записывать звук. И так в этих идеальных условиях вас будут слышать собеседники. Как в неидеальных условиях вас будут слышать собеседники, вы сейчас услышите. Слушаем. Пример работы микрофона Oppo Enco Air 2 Pro, притом это улица, максимально задувает ветер. Думаю, по волосам видно, но понятно, что бывает еще шторм. Не знаю, там ураган, но и так довольно неприятно. Рядом мимо меня будут проезжать машины, как только сейчас будут повышенным образом перейти. И в целом вот так вас будут слышать собеседники. Слушай, мне нравится как по внешке, так и по микро. Понятно, что это не супер условия, но вот так. Смотрим. Звучание, запаса громкости более чем достаточно. Мне хватало в основном 65% громкости. На 100% громкости каша, разумеется, присутствует, но незначительная начинается где-то на 95%. Стоковое звучание без применения эквалайзера, как по мне, хорошо сбалансированное, так как нет этого баса, который перебивает все остальные частоты, но при этом он упругий и средний
средний бас здесь тоже есть. Высокие, как по мне, слегка ушли на задний план. Лично мне хотелось бы более четче слышать вокал. Несмотря на это, он здесь выразительный. Середина с хорошей проработкой, сцена средняя, глубины достаточно. Инструментал отыгрывают наушники неплохо. Никаких хрустов или перегрузов я не услышал. По звучанию наушники действительно хороши, можно прослушивать различные жанры музыки, но по большей части лучше всего они показывают себя уже в современной музыке. В конце концов, на эквалайзер они реагируют адекватно, так что у людей, кто им умеет пользоваться, все будет с этим делом хорошо. Из минусов отмечу отсутствие кодека высокой четкости какого-либо, нет беспроводной зарядки у бокса и, как по мне, непрактичное решение сделать углубленную маркировку на наушниках. Все это дело будет забиваться грязью рано или поздно. Нет возможности назначить регулировку громкости и переключение между устройствами на разные этапы, и нет кастомного эквалайзера в приложении. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и она все еще адекватная. Я понимаю, что мы все ждем, что курс упадет. Может быть, рубль окрепнет, может быть, нет. Но в долларовом эквиваленте наушники стоят своих денег однозначно. Но это уже в резюмирую. Смотрите в телеграм-канале скидок, что еще интересного я купил для обзора и что, по моему мнению, сейчас выгодно продается на Али. Резюмирую, беспроводные наушники Oppo NK-Air 2 Pro показали себя достойно. Заявленный функционал они отрабатывают отлично, внешне вопросов нет, как и по материалам. Звучание однозначно зайдет многим. В целом, однозначно рекомендую модель к покупке спокойно. Не забудьте подписаться на канал, написать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Огромное спасибо тем, кто оставит комментарий. Спасибо за просмотр. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.